Интересные факты. Топ-14 невероятных фактов о младенцах. Первое. Дети плачут с акцентом, и вы можете отличить национальность ребенка по манере плача. Дети перенимают акцент и манеру разговора матери, когда плачут. Считается, что ребенок начинает слышать голос своей матери еще будучи в утробе, а затем копирует акцент по мере взросления. Ученые провели исследование, записывая плач 60 новорожденных. 30 детей, рожденных у родителей, говорящих на французском, и у 30 детей родителей, говорящих на немецком языке. Они заметили, что мелодия крика немецких детей была нисходящей, а французских детей – возрастающей. Эти мелодии плача совпадали с особенностями родного языка их родителей. Второе. Если положить новорожденного ребенка на живот матери слева в течение первого часа, он подползет к груди матери без помощи. Новорожденные дети практически инстинктивно начинают тянуться к груди матери, если их положить на живот матери. Их привлекает запах сосков, который похож на запах амниотической жидкости, в которой он находился в утробе матери. Присутствие амниотической жидкости на руках ребенка также объясняет, почему младенец продолжает сосать свои ручки и пальчики. Третье. Одной из причин инстинктивного желания поцеловать своего ребенка является защита его от болезнетворных организмов. Когда мать целует своего ребенка, она как бы берет образцы вирусов и бактерий, находящихся на лице и теле ребенка, которые попадают к нему внутрь. Иммунные клетки матери создают антитела, которые попадают в грудное молоко, защищая ребенка от инфекций. Четвертое. Младенцы все тянут в рот, потому что именно там находятся наиболее развитые нервные окончания. Пока ребенку не исполнилось 7 месяцев, он не может пользоваться руками и пальцами для исследования предметов. Однако во рту младенцев гораздо больше нервных окончаний на квадратный миллиметр, чем в любой другой части тела. Именно поэтому маленькие дети постоянно все тянут в рот, чтобы понять, каким является предмет по ощущениям и по вкусу. Пятое. Младенцы улыбаются в среднем 200 раз в день. Для сравнения, женщины в среднем улыбаются 62 раза за день, а мужчины только 8. Шестое. Большинство младенцев демонстрируют врожденную способность плавать и нырять с рождения до примерно 6 месяцев. Почти у 95% младенцев существует плавательный рефлекс до 6 месяцев. Во время плавания частота сердцебиения ребенка уменьшается на 20%, а также сокращается кровоток к пальцам рук и ног. Также во время рефлекса ныряния сохраняется кислород для сердца и легких, замедляя наступление гипоксического повреждения мозга. Благодаря этому рефлексу младенцы способны выжить под водой короткий период времени. Седьмое. Мать и ребенок обмениваются ДНК, когда ребенок находится еще в утробе матери. Эти клетки могут сохраняться у матери годами. Исследование показало, что во время беременности мать и плод обмениваются клетками, которые сохраняются в их организме многие годы. Это явление известно как микрохимеризм. Благодаря этому явлению в некоторых областях мозга матери можно обнаружить Y-хромосомы. Восьмое. Когда кто-то или что-то касается ручки младенца, он инстинктивно хватает его. Младенцы обладают врожденным хватательным ладонным рефлексом, который позволяет им хвататься за то, что прикасается к их руке. Рефлекс появляется на 16-й неделе после зачатия и полностью развит к моменту появления ребенка на свет. При этом захват настолько сильный, что он может удерживать собственный вес ребенка, но также непредсказуем, так как ребенок может неожиданно его отпустить. Ладонный рефлекс важен для развития двигательных навыков у младенцев и развития способности узнавать предмет по ощущениям. Девятое. Мозг ребенка может использовать до 50% всех запасов глюкозы, что объясняет, почему дети так много спят. Одной из причин, по которой новорожденные дети так много спят, является тот факт, что их мозг использует до 50% запасов глюкозы организма.
Для сравнения, мозг взрослого человека использует около 20% запасов глюкозы организма, и сон улучшает усвоение глюкозы мозгом. 10. Новорожденные первые несколько месяцев видят все в черно-белом цвете. Первые 3 месяца жизни глаза ребенка фокусируются только на расстоянии примерно 20-30 см от лица, и он видит только черное, белое и серое. Это происходит из-за того, что первые несколько недель или месяцев оба глаза ребенка учатся работать в тандеме, что известно как бинокулярное зрение, и ребенок начинает постепенно отвечать на движение. По мере развития цветного зрения после рождения, младенцы в первую очередь начинают видеть красный цвет и полный спектр цветов к 3 месяцам. 11. До 1985 года врачи считали, что младенцы не чувствуют боли и проводили операции без анестезии. В конце 19 и начале 20 века врачи проводили операции на младенцах без анестезии, так как считалось, что они не испытывают боли. Это заблуждение возникло из-за неправильного толкования исследований в эмбриологии в то время. Считалось, что новорожденные не помнят боль, и так как у них нет сознательной памяти, не должно быть и долговременных последствий. Исследования, проведенные на животных с небольшими повреждениями головного мозга, были неправильно интерпретированы, и был сделан вывод о том, что боль, которую демонстрируют дети, является всего лишь спинномозговым рефлексом. Также считалось, что невозможно ничего сделать для облегчения боли у младенцев, так как никто не может ее измерить. 12. Если во время беременности у матери возникает повреждение органа, плод посылает стволовые клетки для его восстановления. Матери, у которых возникает сердечная недостаточность во время или после беременности, выздоравливают почти мгновенно благодаря тому, что плод отдает свои стволовые клетки для восстановления поврежденного органа. 13. Нейрохирурги считают, что первые несколько лет дети не видят снов. Это явление было изучено психологом Дэвидом Фолком, который обнаружил, что дети проводят половину времени сна в фазе быстрого движения глаз. Это та фаза, в которой взрослые начинают видеть сны. Однако, из-за ограниченного опыта новорожденных и незрелости их мозга, ученые пришли к выводу, что младенцы проводят большую часть первых лет жизни без сновидений. 14. Будучи в утробе матери, у детей вырастают усы и волосы на теле, которые они съедают. У ребенка вырастают усы, когда он еще находится в утробе матери. Это происходит в период, когда длина плода составляет примерно 135 мм, а вес 170 грамм. Тонкие волоски появляются над верхней губой, и в течение следующего месяца волоски вырастают по всему телу. Этот волосяной покров, называющийся лануго, начинает постепенно пропадать до и вскоре после рождения. Волоски, которые выпадают, поглощаются плодом и превращаются в вещество, называемое меконий, который выходит во время первого опорожнения кишечника ребенка. Подписывайтесь на канал LT Денис Facts, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!